Тактическая игра в стиле XCOM с неплохим таким сюжетом, с перками, апгрейдом оружия, неплохая оптимизация с очень красивой картинкой. Просто посмотрите на эти локации, дизайнеры и правда вложили в них душу, годнота ведь, или я ошибаюсь? Ко всему прочему еще и загадками. Разработчики не выделываются, продают даже и в РФ за нормальный в принципе прайс, даже скидку сделали. Так почему же эта игра не взлетела в чартах и далеко не все о ней слышали? Давайте попытаемся разобраться. Спойлерить особо не буду, но затрону сюжетную кампанию до определенного момента. Игра начинается с выбора сложности. Опыта у меня в пошаговых играх в стиле XCOM немного, поэтому выбираю стандарт. Далее режим игры. Легкий тактический и полный тактический. В легком вероятность попадания по противнику более предсказуема. В полном, как ни странно, менее предсказуемо. Не знаю почему, но захотелось полное погружение. Рандом, то, что мы любим, по крайней мере я. Задница горит постоянно, но от этого и веселее. Хроника 1. Где-то в Кентукки через 140 лет после краха великой стабильности. Главный герой с перчаткой на руке пытается разрушить созданный барьер так называемой миазмой. Поначалу вроде как все получается, но по иронии судьбы, Элвис, не справившись с такой силой, доводит перчатку до максимальной температуры. От чего-то не выдерживает и ломается. Это была их 37-я попытка за все время. Зачем, собственно, они пытаются выбраться? Еще с детства главного героя покинула мать и оставила только перчатку. Перед уходом она запечатала выход из города стеной. Мало того, что она его бросила, так ко всему прочему и забаррикадировала стену, чтоб он ее точно не нашел. Ладно, шутки в сторону. Всю надежду на восстановление мира она возложила на плечи Элвиса. Он должен самостоятельно научиться поглощать и владеть силой миазмы. И как только наступит это время, Элвис должен разрушить стену миазмы. Тем самым докажет матери, что экзамен пройден и можно переходить к более насущим проблемам. Жизнь была непростая, особенно в таком потрепанном городке. Работал Элвис механиком, что-то собирал, что-то разбирал, в общем в этой теме шарит. Ах да, познакомьтесь, это Дикс, его робо-брат, который защищает и воспитывает с самого детства. Мать не только решила поднасрать своему сынку запечатанной стеной, нет, она также перенесла искусственный интеллект в робота, который будет его воспитывать как отец. Все эти мужские штучки. Интерес к сюжету также подталкивает скрытость информации. Элвис механик, не слишком жизнерадостный, но зато целеустремленный паренек. Главная цель — найти его мать. У нее должны быть все ответы по поводу миазмы и не только. Кто такой Элвис, какое его предназначение? В свою очередь мать перед уходом перепрограммировала робота в самого близкого для него, можно сказать, человека. Дик стал ему как брат, который воспитывал его, учил мужеству и многое другое. Дик же в свою очередь отличается характером от Элвиса. Он более жизнерадостный. В каждой заварушке находит плюсы и всегда пытается подбодрить Элвиса. В общем, как старший брат, отец и нянька. Приближаясь к главной цели, собрав кучу информации от мертвого мира, повстречавшихся путников, становится ясно, что все не так просто, как он думал изначально. И просто найти мать и получить все ответы уже не получится, так как он пережил как потери близких друзей, так и обрел новые знакомства. По пути встречаются наблюдатели. Каждый последующий наблюдатель рассказывает нам новую информацию о самом Элвисе, что якобы наблюдатели должны поддерживать огонь матери. И только когда Элвис доберется к сути, ему придется сделать выбор. После неудавшейся попытки разрушить стену, они решили вернуться назад в город для того, чтобы починить перчатку. По пути домой нас обучают пользоваться рюкзачком, поднимать разные ништячки, а также слегка познакомят с силой миазмы. Забегая вперед, скажу, что Элвис научится потреблять эти штучки своей перчаткой, чем, собственно, он нам уже и намекнул. Остальные же ребятки, которые решатся приблизиться к миазме, их попросту разорвет. Наши враги, которые первое время будут довольно-таки часто встречаться, черепашки-ниндзя. Элвис со своим братком Диксом все же решились на них напасть и отомстить за семью Ватеров, которых до этого убили, ну или просто показать первую боевку с обучением. Кто играл в XCOM или любые другие пошаговые тактические игры, вам будет легко разобраться в основной механике. Но тут не все так просто. Как я говорил ранее, у нас есть что-то по типу магии, которую излучаем из своей перчатки, и даже стелс, который работает, кстати, на ура. Небольшой спойлер на будущее, чтобы заинтересовать. Для тех, кто вообще не вкуривает, что здесь и как работает, я поясню.
бой разделен на ходы. В начале каждого хода получаем 2 очка действия на каждого героя. За 1 очко мы можем переместиться на более удобный фланг и за второе уже атаковать. Либо же восстановить здоровье как себе, так и союзникам. К тому же еще и поднять, если нашего тиммейта нокнули. Конечно же, использовать перки. Некоторые из них требуют 1 очко, некоторые 2. И наконец, перчатка, которая наделена различными способностями. Телекинез, удар молнией по всем врагам, захват разума и так далее. По мере прохождения, когда дойдем до этой части, я расскажу более подробно. Самое главное, что нужно знать, у нас есть дистанция выстрела для каждого оружия. Дробовики стреляют вблизи, штурмовые винтовки на средней и снайперские уже на дальней дистанции. Как и в серии XCOM, есть шанс на попадание, наш любимый рандом. Если враг стоит в открытую, шанс на попадание от 90 до 100%. Если он прячется, то шанс попадания значительно ниже. Это же правило действует и на главного героя с его компаньонами. Есть 2 вида сейва: полное укрытие и частичное. Полное блокирует шанс попадания на 75%, а частичное на 35%. Ах да, и еще, если в руках снайперская винтовка и враг пробрался прям впритык, в таком случае шанс попадания со снайперской винтовки на ближней дистанции равен 10-20%, то есть, скорее всего, промах. Помимо шанса попадания, у нас есть еще и шанс крит выстрела. Его можно повысить с помощью модификации на оружие либо перков. Это же касается и дистанции, а также количества патронов в обойме. Да, нашим героям время от времени нужно будет перезаряжаться, и это тоже требует 1 очко действия. Допустим, снайперская винтовка перезаряжается после каждого выстрела, то есть стрельнули, дождались следующего раунда, перезарядились и снова стреляем, если враг не спрятался. Если спрятался, то придется передвигаться, но стрелять уже не сможем, как-то так. Кстати, у врагов также есть иммунитет, допустим, на огонь, оглушение, отравление и так далее, что очень сильно усложняет геймплей, так как гранаты здесь имбовые, и это говорю я, который никогда ими не пользуется, если это не шутер от первого лица. Помимо отравления, оглушения, поджога врагов, взрывные гранаты разрушают большинство преград, чем ой как помогает в бою. По возвращению в город нам рассказывают о миазме чуть более подробней, что это не просто аномалия, а живое существо, и то, что сейчас происходит, это она так злится. Сам город населен людьми разными мастями: продавцы, механики, шахтеры, которые добывают золото и отправляют его первой семье. Сами же голодают и пытаются кое-как выжить. В голове Элвиса постоянно воспроизводятся воспоминания матери. Ее слова мотивируют Элвиса, чтобы он не оставался в этом городке, в который может прийти рано или поздно миазма, а чтобы боролся, пытался совладать с этой силой перчатки, и тогда ему раскроется его главный секрет. Знакомьтесь, мэр Мейсон. Очень подозрительный и странный старик, замурованный в консервную банку. С одной стороны, он дает грамотные советы Элвису и пытается ему помочь. С другой, плохо относится к роботам, мало заботит его поселение и сходит с ума. Мэр Мейсон говорит, чтобы мы как можно скорее отремонтировали нашу перчатку, а он в это время еще раз посмотрит жесткий диск, оставленный его матерью. Может быть, там будут какие-то зацепки или любая другая информация о перчатке. Элвис со своим братом Диксом отправились в лавку к Берти, которая занимается механикой, апгрейдами, продает оружие и многое другое. Но вот незадача. Отношения Элвиса и Берты, мягко сказано, напряженные, так как в прошлом Элвис взорвал ее машину, которая была последняя во всем городе. Благодаря красноречию Элвиса, по итогу она все-таки соглашается дать ему генератор для перчатки, но с одним условием. Так как первая семья постоянно присылает плохое оборудование, ей нужен силомоментный глушитель. На выходе из города Элвису повстречалась загадочная девушка. Видимо, Элвис недостаточно для нее красив, так как попросту послала его куда подальше. Не беда, у нас есть дела и поважнее. На пути к нашей задаче стоят враги, которых нужно уничтожить. Благодаря стелсу мы можем пробраться ближе или занять позицию более выгодную для нас. Шанс победы при хорошей позиции вырастает до 90%. По крайней мере, так работает в моем случае. Я очень часто переигрывал одни и те же бои, пока не находил ту позиционку, на которой мои компаньоны отыграют свою роль на все 100%. Изучая просторы локаций, в которой у нас полуоткрытый мир с переходами между ними, нам будут попадаться различные персонажи со своими историями. Некоторые из них будут просить о помощи, а вознаграждением послужат модификации или баблишка. Ну и конечно же опыт, неотъемлемая часть игры. При достижении нового уровня мы получаем skill point, который можем потратить на приобретение перка и плюс 5 к здоровью. Существуют как пассивные, допустим, доп броня или хп, а также
также активные. Перки плюс-минус друг от друга на разных спутниках отличаются. Допустим, Дикс служит больше как танк. Его можно прокачать как жестким инициатором, так и защитной стеной. Каждый активный перк имеет свойство перезаряжаться. Допустим, вы его юзнули, и через 2-3 раунда сможем снова его активировать. Что мне очень понравилось, так это то, что перки можно бесплатно сбрасывать сколько угодно раз, тем самым меняв тактику для различных врагов. Поначалу я Элвису давал снайперку и прокачивал его как снайпера и больше опорника, который прикрывает тыл. Но после, когда нашел штурмовую винтовку с глушителем, я полностью поменял подход, как Дикса, так и самого Элвиса. Начал играть через стелс. Там, где стелс работает не очень, допустим, враги стоят рядом друг с другом, а пустой бутылки, чтобы их отвлечь, у меня нет, меняю перки и бегу в атаку. Кстати, после каждого повышения уровня отряд полностью регенерирует хп. Это кажется мелочью, но ой как помогает, так как хилки на вес золота. Что еще мы можем делать в этих локациях? Помимо дополнительных миссий, которые я рекомендую проходить, в принципе они сделаны тоже неплохо, со своим небольшим сюжетом и кое-какой развязкой. Но самое главное, что будем получать опыт, а благодаря этому будет легче убивать врагов. Если для сюжетной кампании уровень спутников требуется постоянно на 2-3 единицы меньше от текущего, то для дополнительных миссий наоборот. Враги будут подсвечены черепком, атаковать их можно. Я даже сражался с такими и побеждал, но тут нужно найти очень хорошую позицию. Так вот, на локациях будут валяться сундучки с очень редкой экипировкой, гранаты, хилки и баблишка. В некоторых местах можно пройти только благодаря нашим спутникам. Дикс может проломить дверь, но если враги находятся рядом, это создаст шум, и все сбегутся посмотреть, что там происходит. Также на локациях находятся запертые двери. Они открываются несколькими способами. Поискать поблизости ключ-карту, это в принципе легко, тут и нечего рассказывать. Другие же двери открываются наоборот, с помощью пароля, который может находиться как в поднятых записках, так и где-то на стене, а иногда и совсем в хорошо продуманных загадках, где предстоит подумать головкой. Приведу пример в одной из доп. Миссий. Постоянно забываю код хранилища, но я умная и нашла способ напомнить себе благодаря утреннему распорядку. Каждый день я отправляюсь в корпоративное кафе, чтобы наблюдать через окно восход солнца, это первая цифра. Выпив порцию тройного эспрессо, я иду, пошатываясь в дамскую комнату. Сидя в кабинке, я вспоминаю вторую цифру. И наконец, возвращаясь через зал, я останавливаюсь, чтобы полюбоваться новыми, невероятно реалистичными растениями. И вспоминаю третью цифру. Ничего сложного. Ладно, я шучу. Именно эта загадка и оказалась для моих мозгов довольно-таки непростой. Нужно посчитать количество окон, далее в дамской комнате количество кабинок, ну и количество растений. Весело, прикольно, почему бы и нет, собственно. Я давно уже не встречал загадки. По сути простые, но пораскинуть мозгами все-таки придется. В нашем приключении нам будут встречаться поломанные роботы времен еще мирной жизни. Они нам рассказывают о лоре, что произошло, какая их была последняя задача и так далее. Некоторые из этих роботов работали в кафе, некоторые охранниками, а другие и вовсе для развлечения богатеньких людишек. Не в том смысле, в котором вы подумали. По типу робот, который просто сопровождает на охоту за утками. Возвращаясь к сюжету, находим генератор, ремонтируем перчатку и отправляемся к мэру. Мэр Мейсон сообщает Элвису прекрасную новость, что удалось найти зашифрованные данные на жестком диске его матери. В них указана информация по усилению перчатки. Якобы эти смерчи это и есть ключ. А одну из таких смерчей нам уже удалось найти в самом начале. Поэтому Элвис с Диксом не придумали ничего лучше, кроме как вернуться взад, чтобы починить, а также апгрейднуть перчатку. Прошло все успешно. Перчатка всосала частицы и по тестовым показателям усилилась в разы. Время ее опробовать. Первая способность перчатки, которую нам дадут, это ураган миазмы. Работает как-то так. По мере продвижения сюжета нам будут доступны все новые способности для перчатки. Поднимать врагов и откидывать их в других врагов, либо вообще во взрывоопасные бочки. На самом деле эта штука очень крутая. Подход и тактику меняет кардинально. Иногда, если враг находится на возвышенности, лучший способ это перенести его к себе. В перчаточные способности можно строить модификаторы. 2 красных и 1 синий. Либо наоборот, 2 синих и 1 красный. Все зависит от способности. Красные модификаторы чаще всего задействованы на нанесение... Красные модификаторы чаще всего задействованы на нанесение дополнительного урона. Почему так сложно это проговорить? Чаще всего задействованы на нанесение дополнительного урона. Некоторые из них обладают вампиризмом, забирают у врага 20 хп и дает Элвису.
Другие же наносят урон огнем. Синие модификаторы в свою очередь служат для увеличения дальности способности, либо же понижения затрачиваемых ресурсов на ее использование. Другие способности, которые мы откроем в ближайшее время, это урон молнией, которая перепрыгивает от врага к другому врагу, захват подсознания, враг будет воевать на твоей стороне и так далее. В следующий раз, когда мы вернемся к мэру, он нам расскажет, что удалось еще надыбать новой информации от его матери. То, что Элвис называл поглощением миазмы, это на самом деле ее исцеление. В благодарность она дает нам свою силу. Наше следующее задание — сходить и исследовать воздушный корабль первой семьи, который разбился к северу от поселения. Как только мы покинем город, нам повстречается уже наша старая знакомая, которую мы видели незадолго до похода за генератором. Именно та загадочная девушка, которая послала Элвиса куда подальше. В общем, у нее есть свои мотивы, и она хочет присоединиться к нашему мужицкому отряду. И с этого момента геймплей, по крайней мере в моем случае, поменялся кардинально. Я начал играть Only Stealth, так как подружка справляется со своей снайперской винтовкой на ура. У нее есть тоже своя история, с которой мы будем знакомиться по мере прохождения. Дикс иногда будет ревновать Элвиса к нашей новой знакомой, так как они с детства брат за брата. А тут в их мужицкую компанию пришла девушка. Это несерьезно. В будущем к нам еще будут присоединяться новые компаньоны, но это история, которую напишите вы сами. Касаемо игры, вы в принципе все услышали. Почему она не взлетела, в душе не дышу. Может быть, у вас есть какие-нибудь предположения? Мне было бы интересно почитать. Пишите в комментах. А так, благодарю за просмотр. По желанию можете оценить ролик и подписаться на канал. С вами был Мистер Кабан. До скорых встреч.